Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся возле станции метро Тимирязевская. Вот я разворачиваю камеру, и видите вот этот навес над головой, как говорится, переход «Сухие ноги» ведет к монорельсу, к московскому монорельсу, который протянулся от метро Тимирязевская и до центрального входа ВДНХ и даже чуть дальше. И сегодня такой прощальный, грустный, знаковый день. Монорельс закрывается. Сегодня его последний день работы, и многие жители и гости столицы ринулись на монорельс прокатиться, в последний раз ощутить вот это незабываемое чувство на 6-метровой высоте, проехать по нескольким районам Москвы и посмотреть с высоты на Москву. Поезд идет не очень быстро, ориентировочно максимальная его скорость 40 км в час, но никогда он такой скорости не развивал. Протяженность этого монорельса 4 километра 700 метров и время в пути 20-22 минуты. Ну и сегодня мы с вами совершим последнюю поездку на этом замечательном, не быстром, но таком милом и красивом виде транспорта монорельс. 28 числа, 28 июня монорельс уже работать не будет. Работает он от 27 июня до 20:00, как обычно. Цена билета такая же, как и цена в метро. И люди, узнав об этом, ринулись прокатиться, проводить в последний путь этот вот такой транспорт лужковских времен. Можно сказать, это была память о Юрии Михайловиче Лужкове. И вот Юрий Михайлович уже ушел давно, и закрывает монорельс. Эпоха Лужкова окончательно уходит в историю. Вот здесь мы стоим сейчас с вами, это конечная или начальная, для кого как, станция, разворотная петля. И ждем монорельс. Посмотрите, сколько людей уже на платформе. Как я уже сказал, протяженность 4 километра 700 метров, 6 станций, 2 конечные, 4 промежуточные. Ну и мы тоже с вами попытаемся прокатиться на нем, если, конечно, влезем. Вот и, собственно говоря, напоминание, грустное напоминание, что монорельс скоро закроется. И здесь, на месте монорельса, возведут на высоте 6 метров экопарк с кафешками, беговыми дорожками, променадной зоной. Здесь будут расти даже деревья, наверное, будут в катках расти. И вот движется сам челнок, который состоит из 6 вагонов. На сегодняшний день осталось только 2 состава. Их не производят больше. Вот еще несколько лет назад их было больше, но, как можно сказать, для ремонта занимались каннибализмом, то есть разбирали предыдущие составы на запчасти. Транспорт этот убыточный, как заявляют городские власти. Ну и, конечно же, Собянин был бы не Собянин, он поступил так демократично. На портале «Мой гражданин» открыл голосование. Был там всего один вопрос: сохранить монорельс или нет, и превратить его в экопарк. Ну и я лично голосовал за сохранение монорельса, но я оказался в меньшинстве, в большом меньшинстве. 71% на 29% проголосовали за закрытие монорельса. Но я как-то не очень верю, что в это голосование, возможно, были подтасовки, потому что слишком быстро все это закрылось, уже и табличек напечатали. Собянин объявил о закрытии, о результатах голосования, и уже на следующий день уже висят таблички, определили, когда он закрывается. Что-то здесь, как говорится, было сделано по-быстрому. Ну ладно, что же уже делать? Такая, я уже знал, что судьба его предрешена. Ну и вот, посмотрите, ходит он сейчас последние годы два рейса в час, то есть в начале часа и в середине часа. Допустим, в 15 часов, в 15:30, в 16, в 16:30 стартуют с конечных станций.
от Тимирязевской один челнок стартует, а второй от станции Сергея Эйзенштейна. Ну и хочется еще сказать, вот заглянул я в кабину, видите, сидит грустный машинист или как его пилот монорельса назвать. Это вот прибыл на станцию, сейчас он уйдет вот на разворотную петлю, ну а пассажиры все, вот видите, с другой стороны ждут, когда он развернется. Вот этот вот интервал сохранят, а интервал от ВДНХ и до станции Сергея Эйзенштейна демонтируют. Ну, мотивируют тем, что закрывает вот линия монорельса, закрывает вход, центральный вход на ВДНХ. Ну, недостаточно, видимо, красиво, хотя во всем есть своя прелесть. И вот этот кусок демонтируют. Ну и много здесь людей с камерами, все с телефонами, все снимают. Когда он пришел, аплодисменты. Вот он уходит на разворотную петлю, и мы его тоже здесь вот с вами провожаем. Ну, мы переходим с вами на другую сторону и ждем уже прибытия. Конечно, я здесь немножко подсократил. Народу очень много. Я когда пришел туда, снизу вот снимал, пропустил несколько рейсов. Я думал, народу поменьше будет. Но не так-то было. Народ все прибывал и прибывал. А вдалеке мы видим, вот идут электрички. Ну и вот, наконец, мы видим, подходит наш монорельс, челнок, состоящий из 6 вагонов, там отдельные, вот как купешки в каждом вагоне. Заходите, но они между собой не соединены, так что ждем. Вот он потихонечку вроде как ползет к нам сейчас, и мы попытаемся с вами пролезть в вагон. Повторю, народу очень много. Вот он подъезжает на посадку. Время в пути ориентировочно 20 минут. Где-то он немножко прибавляет, едет не спеша. И вот все это скоро уйдет в историю. Смотрите. Возможно, это вот последние кадры. Именно последние, не заключительные, а последние. Какие-то вагоны обещают, вот оставят здесь вот как напоминание, что здесь когда-то был монорельс. Вот променадная зона, будут люди ходить теперь и смотреть. В свое время, когда его открыли в ноябре 2004 года, прошло 20 лет, это был вот альтернатива. Движение было не очень развито в те времена еще, и вот монорельс, когда построили, он пересекает Октябрьскую железную дорогу. Да, сейчас, вот посмотрите, народ как ломится. Сейчас, конечно, много альтернативных видов транспорта, а раньше такого вот изобилия не было. И монорельс выручал здорово. Он пересекал, еще раз повторю, Октябрьскую железную дорогу, соединяя вот два района, и люди им довольно-таки часто пользовались. Затем, когда много уже стало альтернативных маршрутов, монорельс как-то интерес к нему подупал. И вот раньше ходил он там 6-7 минут, интервал движения был вот этих челноков, а потом сделали полчаса интервал движения. Еще раз повторю, это вот два рейса в час. Ну и посмотрите, сколько людей осталось за бортом. Не поместились, просто не поместились в вагоны. Ну и теперь через полчаса будут ждать следующего. Самое интересное, что люди не расходятся и хотят вот запечатлеть в памяти своей вот этот вот монорельс, последнюю поездку. И мы с вами вот двигаемся, кто не смог посетить, вот со мной вместе прокатимся. Конечно, вагоны довольно-таки древние, ни кондиционеров, ничего в них нет, духота страшная стояла, но люди были довольны. Вы вот, судя по окружающему шуму, это все слышите и видите.
Виды, конечно, открываются потрясающие на Москву. Много сейчас строится всего, и можно вот разглядеть. Ну и вот сами посмотрите, скорость движения монорельса, конечно, не очень большая. 4 промежуточные станции здесь, еще раз вот напомню, улица Милошенко, потом телецентр, ВДНХ, улица Сергея Короленко и улица Академика Королева, извиняюсь. И вот конечная улица Сергея Эйзенштейна, эту станцию и монтируют. Ну и туда дальше чуть еще депо. Было депо для этих вот челноков, я их так называю. Ну и, конечно, хлопот много было зимой вот на этих коробах, металлических, по которым двигается монорельс, тоже и снегом, и наледи все это приходилось сдалбливать. Но монорельс работал. А скоро вот это все огородят, сделают, и к 27 году, к концу 27 года обещают вот такую экотуристическую тропу здесь сделать. Еще раз скажу, здесь будут беговые дорожки, променадная зона, кафешки всякие разные. Ну и, конечно же, как обещают, будут даже деревья расти, но я думаю, они все в катках будут. Летом, конечно, это все хорошо, но вот как зимой, когда наметет снега, куда его девать, когда чистить надо, вниз прям сбрасывать на головы. На отдельных интервалах вот даже под этим монорельсом проходит трамвайная линия. Вот мы прибыли с вами к очередной станции. Эта дорога, вот этот монорельс был приписан к метрополитену, и они за него отвечали. Вот интегрировать, к сожалению, так и не удалось его в систему общественного городского транспорта Москвы. Если, как заявляют власти, строить новые вагоны, то понадобится до 20 миллиардов рублей. Ну, сумма, конечно, колоссальная. И они не уверены, что будет пользоваться популярностью. В последнее время его использовали жители столицы и гости столицы, ну, как туристический маршрут, как такой развлекательный проехать. Ну, в принципе, так оно и было, так посмотреть можно. Вот женщина бежала и опоздала. Двери закрылись, теперь еще полчаса ей придется ждать следующего челнока. Ну, я так думаю, вот этот сходни мне вот почему-то на голову приходят морские, эти речные электрические суда. Я тоже считаю, хотя их позиционируют как городской транспорт, передвижение с точки А в точку Б, но сейчас все равно люди его больше используют как туристические маршруты. Там и цена такая не самая дешевая. По-моему, сейчас 300 рублей на нем прокатиться на этих трамвайчиках речных. Ну и монорельс тоже в свое время достаточно высокая цена была у него. Это уже потом его сделали, как приравняли цену проезда на монорельсе к цене проезда в метро. А раньше там, по-моему, в 5 или больше раз цена была на поездке. Ну и посмотрите, он с такими по кривой идет, с такими изгибами, и можно смотреть, наслаждаться видами из окна. Конечно, сейчас я так шустренько, мне повезло, заскочил, занял лучшую позицию, чтобы снимать вот именно прямо вот заднее стекло обозрения. А так там я периодически камеру поворачиваю, как кильки в банке набиты во всех вагонах. И причем ажиотаж не спадал. Я вот специально стоял, наблюдал, ну и вы со мной вместе наблюдали. Видите, какие наблюдал, что людей полно, какие изгибы. Не торопясь, можно ехать по нем. Но почему? В свое время, вот, собственно, он и был средством передвижения, а не экскурсионным маршрутом. Вот мы пересекаем, собственно. Кстати, вот ласточка, видите, слышали, наверное, не видите, а слышали, наверное, посигналила, поприветствовала. Это вот Октябрьская железная дорога. Они тоже в курсе, что монорельс закрывается.
И вот такая удача, мы прям над Ласточкой проезжали, и вот машинист Ласточки дал гудок, такой мощный гудок. Так что вот тоже поприветствовали, или подосвиданькались, прощай, монорельс. Они уже ездят постоянно и постоянно видели вот в течение всего этого времени, в течение 20 лет, как монорельс работал. Это вот в те времена, 2004-2005 год, была, собственно говоря, альтернатива пересечения вот железнодорожных путей Октябрьской железной дороги. Ну а сейчас, конечно же, много других дублирующих маршрутов, вообще никаких проблем нет. Ну и вот посмотрите, какие изгибы. Вообще, с начала его строительства сразу же начались такие накладки вот со строительством этого монорельса. Первоначально планировалось, что протяженность его будет 7,5 километров, потом сократили финансирование вот его и сделали всего лишь 4 километра 700 метров. Вот в эксплуатации его сопровождался там чередой аварий, но о грустном не будем. Все равно 20 лет службы, срок немалый. Посмотрите, вот если смотреть издалека, какие изгибы у этого монорельса. Внизу вот оживленное автомобильное движение. Ну и, собственно, вот телецентр Останкино справа мы видим, вот где флаг триколор развивается. Вот она, Останкино. Все телевидение в гости к нам. Он был задуман вот встречный челнок, их всего 2 на маршруте. И посмотрите, тоже битком. Последние годы такого монорельс никогда не видел. А вот последний день своей работы, вот он потрудится на славу. Порядка 2000 пассажиров перевозил в день монорельс. Ну, это, собственно говоря, крохи, конечно. Это очень маленький такой вот трафик перевозки. 2000 это ни о чем для Москвы, многомиллионного города. Ну и вот посмотрите, люди все-таки какие-то вот в Останкино вышли, но зашло больше. И вот так вот кучкуются. Двери, когда закрываются, двери закрыл, опять открыл. Видимо, не до конца закрывается, потому что народу, конечно, много. Ну и вот по 5 раз объявляет: осторожно, двери закрываются. Но это только в этот раз. Вон он пошел, который нам встретился. Смотрите, как грациозно плывет, как будто он плывет над городом. Внизу такая суета, а он идет так свободно, размеренно, своим ходом, не обращая ни на кого внимания. Никаких светофоров, никаких пробок. Но, к сожалению, я еще раз говорю, я был против закрытия его. Конечно же, понятно, что дороговато, но можно было бы что-нибудь придумать, какие-то новые суперсовременные вагоны сделать. Но опять же, это нужно вкладываться. 71% проголосовали за закрытие монорельса и организации здесь парка на высоте. Это первый парк в мире, наверное, вот такой на высоте. Но я отношусь к тем 29%, которые голосовали против закрытия. Но большинство, видите, посмотрите, с обеих сторон зеленые насаждения, ну просто красота. Вот едешь на нем, глаз радуется. Конечно, многие прокатились, когда вот он в спокойной остановке. Я еще когда стримы вел, тоже несколько раз на нем катался. Спокойно, размеренно едешь себе и смотришь по сторонам. Ну и осталось совсем немного времени до вечера, когда монорельс закроется. И уже с завтрашнего дня, как заявляют городские власти, начнется работа по устройству здесь парка на высоте. Повторю еще раз, высота 6 метров. Все вот станции 6-метровые. Здесь станции в основном островные, но есть и береговая одна станция.
островные это когда посередине между путями, а береговая это вот с левой и с правой станции. С левой и с правого пути. Ну вот сейчас, если мы подъедем к станции, я вам покажу, какая береговая. Ну, островная, понятно. Смотрите, Останкинская телебашня. Ну, красота, да и только, правда? Сконструированы вагоны были Московский инженерно-технологический институт, МИИТ, Институт транспорта, извиняюсь. Вот там проектировали эти вагончики. Я уже вот тоже не помню, сколько их всего было сделано. Но детище Юрия Михайловича Лужкова, лично он курировал, контролировал все это. Очень был доволен, когда открылась эта линия. Так необычно, конечно, метро, трамваи, троллейбусы, это все уже довольно-таки знакомо, а это в свое время движение по высоте произвело, можно сказать, фурор. Поначалу, когда его открыли, народу здесь было тоже, вот как и в день закрытия, очень много. Люди хотели прокатиться, посмотреть, что это из себя представляет. Ну вот, собственно говоря, вот здесь, видите, что значит островные и береговые платформы. Вот это береговые, то есть по бокам. По бокам платформы для выхода. Вот. А островная, она бы была посередине, между путями. Следующая станция – выставочный центр. Ну вот, собственно говоря, следующая станция – выставочный центр или просто ВДНХ. Там сегодня, вот в последний день работы монорельса, почему-то не останавливался монорельс и проходили транзитом. Вот видите, это вот береговые платформы здесь были с обеих сторон путей. Вот мы выехали с этой станции. Все эти станции останутся, и тут разместят кафешки, прочие всякие там культурные, веселительные мероприятия будут. Ну а здесь, я не знаю, вот картинки уже есть приблизительные, как все будет выглядеть. Конечно же, поставят ограждение, безопасность превыше всего, как-никак 6 метров. Я думаю, вот между коробами тоже как-то заполнит это пространство. Но работы много, вопросов, конечно, много. Опыт это первый, и, я так думаю, будет уникальный. Ну, когда все это сделают, живы будем, не помрем. Обязательно мы с вами здесь тоже прогуляемся, но уже пешочком. Сократят, я думаю, где-то до 4 километров, если вот от ВДНХ, какую мы сейчас проедем, и вот следующий кусок уйдет в историю, останется только видео и на фотографиях. В фотографиях его не будет. Повторю еще раз, его демонтируют из-за того, что он, вот если смотреть издалека на центральный вход в ВДНХ, он так вот, как уверяют власти, портит внешний вид, и его демонтируют. Хотя уже все люди привыкли, под ним прям стоят, всегда ждут сигнала светофора, чтобы через дорогу перейти. Но такое вот решение уже, видите, это еще к тому, что уже все просчитано давно, где что демонтировать, как, что голосование, это была всего лишь чистая формальность по таким вот косвенным признакам, что все уже, я так подозреваю, что и уже план какой-то готов, как все будет выглядеть, если уже нам рассказывают. Так будет, но что имеем, то имеем. Станция «Выставочный центр». Переход на станцию метро ВДНХ Калужско-Рижской линии. Ну вот, вы все слышали.
станция ВДНХ, выставочный центр она называется. Ее мы проедем без остановки. Следующая станция Ее почему-то улица закрыли, но Сергея там на Эйзенштейна. ВДНХ какие-то сегодня мероприятия. Вечер бал выпускников будет, поэтому здесь и движение перекрыли, тут и трамвайное движение закрыли, пробки страшные. Но вот монорельсу дали возможность последний день своей работы поработать. Вот мы проехали с вами станцию ВДНХ, и конечная сейчас будет станция Сергея Эйзенштейна. Вот этот кусок, по которому мы с вами двигаемся, особенно внимательно смотрите, его демонтируют. Вот от станции, которую вы видите вдалеке, и сюда вот, по какому участку мы едем, все это будет демонтировано вместе со станцией Сергея Эйзенштейна. К сожалению, к большому сожалению, но останется в памяти народа этот монорельс на видео многочисленных фотографиях. Ну и, конечно же, отдельный кусочек останется вот в этом парке на высоте. И, кстати, вот эти вагоны, несколько вагонов оставят как память, напоминание, установят на каких-то станциях, где будут кафешки, и вот несколько вагонов тоже будет стоять напоминание, что когда-то это был действительно действующий вид транспорта. Посмотрите, какие зигзаги делает монорельс. Прям особенно вот красиво, когда вот по таким кривым он идет. Ну, мы в простонародье говорим с такими поворотами. И мы приближаемся к последней, конечной станции монорельсового пути. Проехали, даже как-то немножко грустно, что вот уходит в историю это средство передвижения. Такой вот челнок, как правильно, я его челнок называю, состоящий из 6 вагонов. Вот мы подъезжаем. Здесь, как всегда, тоже очень много народу. Вот эта станция. Ну и сейчас все люди будут выходить. Кто-то перейдет на другую сторону, проехать еще разок в обратном направлении. Ну а кто-то вот прибыл до конечной и будет выходить в сторону ВДНХ. Ну и, собственно, вот и все. Вот это путешествие, небольшое наше путешествие завершилось. Посмотрите, аплодисменты, все снимают, прощаются. Прощай, монорельсовая дорога. Мы будем о тебе помнить. Еще раз пройдемся, посмотрите. Давно такого столпотворения, это вот дорога, эти станции здесь не видели. Особенно вот конечные станции. Это Тимирязевская и вот Сергея Эйзенштейна. Этот же челнок сейчас по разворотной петле развернется и пойдет в обратный путь. Вдалеке там, кстати, вот как раз депо. Ну вот и все, дорогие друзья, закончилось наше путешествие. Я буду заканчивать это видео. Прощай, монорельс, именно прощай. Мы много раз на тебе катались, а теперь это был последний рейс. Всего вам хорошего и до свидания.